Привет, друзья! Всем большой привет! Вы на канале «Русский с Максом». Я Макс, и сегодня у нас интересная тема. Наверное, вы заметили, что русские часто говорят «вот». Ну, вот здесь я бы хотел построить дом, но вот знаешь, это вот не такая хорошая идея. Но, в общем, дом построили, вот и все. Почему «вот» используется так часто? Сегодня я хочу вам привести 8, где 8, вот 8, вот 8, да, вот 8. 8 примеров использования «вот». 8 случаев использования «вот». Конечно, вариантов гораздо больше. Есть много нюансов, но мы с вами поговорим про 8 основных случаев употребления «вот». И еще поговорим в конце видео про клише, про такие стандарты, которые очень часто можно услышать. Давайте начинать. Первый случай употребления «вот» — это когда мы используем слово «вот» для указания на кого-то или на что-то. И это самый простой случай употребления. Например, вот дом, в котором я живу. Вот. Да, вот он дом. Вот я его вижу. Вот дом, в котором я живу. Другой пример. Вот тот актер, про которого я тебе рассказывал. Вот тот актер. Вот он. Вот я его вижу. Вот этот актер. Вот он. Еще один пример. Вот здесь мой телефон. Вот здесь мой телефон. А вон там твой телефон. Вот здесь мой, вон там твой телефон. То есть вот и вон. Это две частицы, которые мы используем для указания. Вот я, а вон там другой человек. Вон тот человек, вот я. Второй случай употребления «вот» — это когда мы используем «вот» для описания какой-то последовательности действий, для описания хронологии. Да? Например, вот был дождь, а вот теперь идет снег. Вот был дождь, а вот теперь идет снег. То есть был дождь, а теперь снег. Вот был дождь, а вот теперь снег. Другой пример. Если мы смотрим на человека, не знаю, фильм, мы смотрим фильм про человека, и мы говорим: вот он завтракает, вот он чистит зубы, а вот он уже идет на работу. Да? Вот он завтракает, вот он чистит зубы, а вот он уже идет на работу. Последовательность действий. Еще один пример. У детей эмоции быстро меняются. Вот ребенок плачет, а вот он уже смеется. У детей быстро меняются эмоции. Вот ребенок плачет, а вот он уже смеется. Да? Вот он плачет, а вот он смеется. То есть он плакал, а теперь смеется. И мы как бы здесь тоже типа указываем, да, вот он, вот в этот момент он смеялся, в этот момент он плакал, а в этот момент он идет на работу. Третий случай употребления – это когда мы используем «вот» для усиления разных эмоций
при восклицании. То есть мы усиливаем эмоцию. Мы усиливаем эмоцию. Например, я забыл телефон дома. Вот я идиот. Вот я дурак. Вот я идиот. Я забыл телефон на работе или дома. Ну, я сейчас дома, но окей. Я забыл дома телефон. Что я за идиот? Какой я идиот? Вот я идиот. Молочные продукты стали дороже в 10 раз. Вот жесть. Вот жесть. Молочные продукты стали дороже в 10 раз. Вот жесть, а? Вот жесть. В 10 раз стали дороже молочные продукты. Вот это жесть. Да. Я никогда не видел такие горы. Вот это красота! Вау! Какие горы! Какая красота! Вот это красота! Вот это да! Вау! Вот это да! Вот это красота! Четвертый пример передает привет нашим друзьям англоговорящим, тем, кто говорит на английском. В общем, привет всем, потому что четвертый случай употребления вот это аналог английскому like. Это слово паразит. То есть слово, которое используется, чтобы заполнить паузу. Да, заполнить паузу. Например, я вот, если честно, вот не помню, о чем была книга. Я читал книгу, но вот я вот не помню, вот о чем была эта книга. Вот, ну, я не помню. Здесь это слово «паразит». Другой пример. Вот как-то мне вот некомфортно в метро. Вот просто некомфортно. Вот люди, много людей, как-то вот все вместе. Ну, вот не знаю. Не знаю, вот как-то мне некомфортно в метро. Опять же, слово «паразит». Ну и давайте еще один пример. Ну вот представь, что ты вот выиграл 1 миллион. Я так себя чувствую. Да? Я так себя чувствую. Вот представь, что вот ты выиграл 1 миллион. Да? Вот выиграл ты 1 миллион. Вот. И вот я так себя чувствую сейчас, как будто я выиграл 1 миллион. Ох, круто! Вот это да! Ух! Пятый случай употребления вот это когда мы ждали чего-то. Мы ждали, что что-то произойдет. И оно произошло. Мы ждали, и произошло. Например, вот и пришла зима. Да, кстати, в Буэнос-Айрес действительно, почти пришла зима. Да, вот пришла зима. Пора носить зимнюю одежду. Зимнюю куртку, например. Вот и пришла зима. Пора носить зимнюю куртку. Мы знали, мы ждали, что придет зима, что наступит зима, и вот пришла зима. Вот она. Второй пример. Вот, наконец, и вышел новый фильм Тарантино. Вот, наконец, и вышел фильм Тарантино. То есть вот здесь подчеркивает, акцентирует, что мы ждали, и вот что-то произошло. Но есть и другой пример. Шестой случай употребления – это когда мы ждали, но не произошло того, чего мы хотели. Мы хотели, мы надеялись, мы ждали, но нет. Например,
Мы поехали на пикник, но начался сильный дождь. Вот тебе и пикник. Вот тебе и пикник. Это некая ирония, да, некая ирония. То есть вот тебе и пикник означает, что нет пикника, пикника не будет. Да? Вот тебе и пикник. Где он? Где? Нигде нет пикника, потому что начался дождь. Второй пример. Я купил новый компьютер. Я купил новый компьютер, а он взорвался. Я купил новый компьютер, а он взорвался. Вот я и поиграл в игры. Да, вот я и поиграл в компьютер, вот я и поиграл в игры. То есть я не поиграл, да, компьютер взорвался, я хотел поиграть, вот я и поиграл. То есть это ирония, означает, что я не поиграл, да, я не поиграл. Еще один пример. Никто не может поставить мне диагноз. Никто не может поставить мне диагноз. Вот вам и современная медицина. Современная медицина, а диагноз мне не могут поставить. Врачи не могут поставить мне диагноз. Вот вам современная медицина. Да? То есть это означает, что я говорю, что нет этой медицины современной, она не работает. Вот вам и современная медицина, да? То есть медицина не может мне помочь. Я хотел, чтобы она мне помогла, но она мне не помогла. Вот вам и медицина. Да. Седьмой случай употребления – это когда мы мечтаем о чем-то, когда мы хотим что-то, да, когда мы мечтаем. И здесь нам нужна частица «бы». Вот бы. Вот бы. Вот бы сейчас борща поесть. Как я хочу поесть борща. Вот бы борща поесть. Вот бы борща поесть. Но нет, борща нет. Я хочу, но борща нет. Вот бы борща поесть. Как хочется поесть борща. Второй пример. Вот бы мне кто-нибудь подарил квартиру в центре Москвы. Вот бы мне кто-нибудь подарил квартиру в центре. Или в центре Буэнос-Айреса, или в центре где-нибудь еще. То есть я хотел бы, чтобы мне кто-нибудь подарил квартиру. Это мое желание. Я выражаю желание. Или вот бы мне увидеть нашу планету из космоса. Вдруг планета плоская. Вот бы мне увидеть нашу планету из космоса. Но нет шансов. У меня нет шансов полететь в космос. Нет шансов. Но вот бы мне увидеть хотя бы один раз планету из космоса. Да. Ну и последний, восьмой, да, вот 8 пальцев. Последний, 8 пример, он включает в себя те случаи, когда мы хотим сделать акцент, логический акцент, или когда мы хотим сакцентировать внимание на чем-то, на слове или на фразе. Да? То есть идея в акценте, в акцентировании. Например, вот смотрите, вы купите акции сейчас, а через год они будут в 2 раза дороже. Отличная инвестиция.
Вот смотрите, смотрите, вы сейчас купите акции, а через год они будут в 2 раза дороже. Вот смотрите. То есть я акцентирую «смотрите». Да? Я привлекаю ваше внимание. Вот смотрите, смотрите, слушайте, что я говорю. Или вот послушайте, вы сейчас купите акции, а через год они в 2 раза дороже. Вот послушайте. Другой пример. Пошел дождь. Вот я же говорил, что надо было взять зонтик. Пошел дождь. Вот, я же говорил, надо было взять зонтик. Вот, я же говорил. Здесь я акцентирую фразу «я же говорил», «я же знал», «я же был прав». Вот. Начался дождь, зонтика нет. Вот, я же говорил, надо было взять зонтик. Я же знал. Я же говорил. Другой пример. В этом году компания заработала $6 миллионов. Хе-хе-хе. Такой вот итог года. Компания заработала 6 миллионов. Такой вот итог года. Такой вот. Здесь я акцентирую на слове «такой». Такой вот итог года. Не такой, а такой вот. Или можно сказать «вот такой итог года». Я акцентирую. Такой вот итог года, а не другой. Еще пример. Так вот, что ты делаешь по ночам, Брюс Уэйн. Хе-хе-хе. Так вот, что ты делаешь. Я понял, я узнал, что ты делаешь по ночам, Бэтмен. Да? Так вот, что ты делаешь по ночам. То есть здесь мы опять акцентируем на том, что я узнал, да, на том, что вот что ты делаешь. Ты Бэтмен, вот что. Ты Бэтмен ночью, вот что ты делаешь по ночам. Опять акцент. Ну и последний пример. Мир во всем мире. Вот наша цель. Мир во всем мире, вот наша цель. Мир во всем мире – это наша цель. Да. Мир во всем мире – вот наша цель. Вот это наша цель, а не какая-то другая цель. Да, друзья, употребление «вот» достаточно сложно понять, это нужно почувствовать, нужно больше контента, да, нужно больше читать и слушать. И, кстати, у нас есть подкаст, да, послушайте наш понятный подкаст, и вы будете лучше понимать, что значит «вот». А еще у нас есть membership-программа, где есть транскрипции для подкастов, для видео. И для этого видео тоже будет транскрипция и таблица. Таблица с употреблением «вот». Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Ну, давайте в конце поговорим про клише. Есть очень популярное клише. Несколько штук буквально. Например, вот так. Вот так. Или вот так вот. Например, я, не знаю, учу вас, как готовить борщ. Я даю инструкции. И я могу сказать, вот так, да, да, вот так, делай это вот так, положи овощи, да, вот так вот, молодец. То есть я как бы соглашаюсь, что ты делаешь правильно. Да, молодец, ты делаешь так, как нужно. Ты делаешь так, как нужно. Как ты делаешь, так и нужно. Вот так вот.
Вот так вот. Другое клише это «вот смотри». Вот смотри. Это используется для привлечения внимания. Можно сказать «смотри», а можно сказать «вот смотри». Здесь больше акцента. Вот смотри, если бы ты купил биткоин 20 лет назад, то... Вот смотри, да, я хочу привлечь внимание. Другое клише – вот это да! Вот это да! Это когда мы хотим сказать «вау». Вау. Вот это да! Блин, вот это да! Вот это круто! Или наоборот, вот это жесть! Вот это жесть! То есть это тоже клише. Иногда мы удивляемся или что-то понимаем. Вот оно что! Вот оно что! Я понял, как использовать вот. Ха-ха! Вот оно что! Вот оно как! Да? Вот оно что! Означает, я что-то понял или я удивился. Сколько стоит квартира в Буэнос-Айресе? О, так много! Вот оно что! Вот это да! Вот это да! Что ж, друзья, последнее клише. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Так мы говорим, когда что-то заканчивается, какое-то действие, разговор или видео. Друзья, видео заканчивается, вот и все. Вот и все, что я вам хотел сказать. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были здесь. Пишите ваши комментарии, если у вас есть вопросы. И до встречи в следующем видео. Ну, а я пока буду записывать очередной выпуск нашего подкаста. Будет очень интересно, кстати. Да-да-да, будет интересно. Точно будет. Да.